Анна, 32-летняя женщина, была счастлива в браке с Ильей, мужчиной, которого она полюбила с первого взгляда. Их история началась 5 лет назад, и Анна была уверена, что нашла свою судьбу. Однако вместе с Ильей в ее жизнь вошла его мать, Тамара Ивановна, женщина, решившая превратить существование невестки в настоящий ад. С первой встречи Тамара Ивановна не скрывала своего презрения. Окинув Анну холодным взглядом, она бросила: «Илья мог бы найти кого-то получше». Анна, будучи оптимисткой, надеялась, что свекровь со временем привыкнет к ней. Но она ошибалась. После свадьбы начался кошмар. Тамара Ивановна звонила сыну по 5 раз в день, требуя его присутствия по любому поводу, от сломанного крана до собственной скуки. Когда супруги приезжали, она демонстративно игнорировала Анну, а за ее спиной шепталась с соседками: «Это Анна, не хозяйка, даже борщ нормальный сварить не умеет». Хотя борщ Анны хвалил даже Илья. Свекровь вмешивалась в каждый аспект их жизни. Однажды Анна обнаружила, что Тамара Ивановна переставила мебель в их квартире, заявив, что так лучше. Она критиковала одежду Анны, ее работу, даже то, как та держит ложку. Илья, хоть и пытался урезонить мать, избегал серьезных конфликтов, оставляя Анну один на один с этим кошмаром. Когда Анна забеременела, ее радость омрачила свекровь. Тамара Ивановна решила, что это ее шанс взять контроль над семьей. Она объявила, что Анна не справится с ребенком, и начала навязывать свои правила: что есть, как спать, какие витамины принимать. Она даже попыталась переехать к ним, чтобы контролировать процесс. Анна вежливо отказалась, и свекровь разрыдалась, обвиняя невестку в том, что та отбирает у нее сына и внука. Анна терпела ради мужа, семьи и будущего ребенка. Но внутри нее росло чувство, что она больше не может жить в этом аду. Тогда она решила: хватит. Если Тамара Ивановна хочет войны, она ее получит. Только Анна не собиралась кричать или устраивать сцены. Ее месть будет тихой, умной и такой, чтобы свекровь никогда не заподозрила ее руку. Анна начала разрабатывать план мести, наблюдая за свекровью. Она поняла, что Тамара Ивановна живет ради внимания и контроля. Ей нравилось быть в центре событий, чтобы все восхищались ее мудростью и опытом. Ее слабостью была репутация в глазах соседей, родственников и друзей. Именно это Анна решила использовать как оружие. Она стала внимательнее слушать бесконечные рассказы свекрови, которые раньше игнорировала. Тамара Ивановна любила хвастаться, что все знает и все умеет. Она гордилась репутацией идеальной хозяйки и матери. Но Анна заметила ее уязвимости: страх перед сплетнями, зависимость от похвалы и привычку преувеличивать заслуги. Анна решила повернуть слова и действия свекрови против нее самой. Действовать нужно было осторожно, чтобы никто, включая Илью, не заподозрил ее замысла. План был прост: заставить Тамару Ивановну разрушить собственную репутацию, лишь слегка подталкивая ее к этому. Анна начала с любви свекрови к сплетням. Тамара Ивановна обожала обсуждать соседей, родственников и знакомых, добавляя в рассказы выдуманные детали для драматичности. Анна решила использовать это. Однажды, когда свекровь начала рассказывать о соседке Людмиле, якобы воровавшей огурцы с чужих грядок, Анна изобразила потрясение. «Тамара Ивановна, это же сенсация! Вы должны рассказать об этом на собрании садового товарищества, чтобы все знали правду!» — воскликнула она с серьезным видом. Свекровь, польщенная, не смогла устоять. На следующем собрании она с жаром поведала всем о преступлениях Людмилы. Но Анна заранее намекнула Людмиле,
что кто-то распускает о ней слухи. Людмила, женщина с характером, явилась на собрание и устроила скандал, требуя доказательств. Тамара Ивановна растерялась, не сумев ничего подтвердить. Соседи начали перешептываться, что она сплетница, выдумывающая небылицы. Это был первый удар. Тамара Ивановна пришла в ярость, но не могла винить Анну, ведь та лишь поддержала ее идею. Авторитет свекрови среди соседей пошатнулся, а ее любимые посиделки на лавочке стали редкостью, так как люди перестали ей доверять. Следующим шагом Анна решила ударить по гордости свекрови за ее непревзойденные кулинарные таланты. Тамара Ивановна считала себя королевой кухни и постоянно критиковала блюда Анны. Она хвасталась, что ее пироги лучшие в городе, и каждый год на местной ярмарке ее выпечка занимала первое место. Анна задумала устроить свекрови сюрприз. За неделю до ярмарки она начала хвалить ее пироги при всех знакомых, разжигая самолюбие Тамары Ивановны. «Ваши пироги — легенда. Вы должны представить что-то грандиозное в этом году, чтобы все ахнули», — говорила Анна. Свекровь, уверенная в успехе, согласилась. Но Анна знала секрет свекрови. Та часто покупала магазинное тесто, выдавая его за свое. Невестка договорилась с организатором ярмарки, чтобы в этом году конкурс был открытым, с приготовлением пирогов на месте. Тамара Ивановна, не подозревая подвоха, согласилась участвовать. В день ярмарки она запаниковала. Без магазинного теста ее пироги вышли комковатыми и невкусными. Жюри раскритиковало выпечку, а первое место досталось молодой девушке, готовившей все с нуля. Тамара Ивановна была унижена. Ее репутация королевы пирогов рухнула, и она еще долго не могла оправиться от позора. Заключительный этап плана Анны был самым сложным, но и самым эффективным. Тамара Ивановна обожала контролировать все, особенно жизнь сына и невестки. Она навязывала советы по воспитанию ребенка, финансам и планированию. Анна решила использовать эту страсть к контролю против нее. Когда их сыну исполнился год, Анна предложила свекрови организовать его день рождения. «Вы же так хорошо все умеете, Тамара Ивановна. Сделайте праздник незабываемым», — сказала она. Свекровь, видя шанс доказать свою незаменимость, с радостью согласилась. Анна знала, что Тамара Ивановна любит экономить, даже на других. Она незаметно подбросила идею устроить грандиозный праздник с множеством гостей, а затем случайно упомянула, что бюджет ограничен. Свекровь, уверенная в своих силах, решила справиться. В день праздника все пошло наперекосяк. Тамара Ивановна заказала дешевую еду, которая оказалась невкусной, пригласила аниматора, опоздавшего на час, и купила торт в самом дешевом магазине. Гости были разочарованы, дети капризничали, а родственники шептались, что свекровь испортила праздник внуку. Илья, обычно защищавший мать, пришел в ярость. Он заявил, что больше не хочет ее вмешательства в их жизнь. Это стало переломным моментом. Тамара Ивановна поняла, что потеряла контроль над сыном и семьей, и это ее сломило. После этих событий Тамара Ивановна изменилась. Она перестала звонить по 5 раз в день, критиковать Анну и лезть в их жизнь. Ее репутация в поселке была подмочена, и она больше не могла навязывать свои правила. Но главное, она так и не поняла, что за всем этим стояла Анна. Анна не кричала, не устраивала скандалов, не опускалась до уровня свекрови. Она лишь дала Тамаре Ивановне возможность самой разрушить свой идеальный образ, который та так тщательно создавала. Илья стал больше ценить жену, а их семья обрела покой. Теперь, глядя на своего сына, счастливо играющего в их уютной квартире, Анна знала, что поступила правильно. Иногда месть — это не громкие разборки, а тихая, умная игра, в которой ты всегда на шаг впереди. Уважаемые зрители, если вам понравилась эта история, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк, это очень помогает.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваша поддержка вдохновляет нас рассказывать для вас еще больше интересных историй.